существует последовательность катастроф, регулярно уничтожающих цивилизации Земли. Есть доказательства жизни в прошлом около 40 цивилизаций. Так, самые древние из известных артефактов искусственного происхождения имеют возраст около 3 миллиардов лет. Это сферы из стекловолокна, найденные в глубокой шахте на территории Южной Африки. Во время работ в шахте была обнаружена стена из каменных блоков, за которой обнаружили эти странные сферы. В сообщении описывается их странное свойство. Оставленная в покое такая сфера за год делает оборот вокруг своей оси. Есть около 20 нефтяных горизонтов, между которыми находят радиоактивные сланцевые породы, из которых в наше время добывают сланцевую нефть. Некоторые ученые считают эти нефтяные горизонты остатками биосфер, каждая из которых была уничтожена в ходе ядерных войн. Сланцевые породы, образованные в течение сотен тысяч лет, свидетельствуют о периодах, когда всю жизнь на планете представляли кольчатые черви, единственные существа, останки которых обнаруживают в этих породах. Теория катастроф объясняет разными способами такую странную тягу к самоубийству у цивилизации Земли. В магии существует модель «школа», описывающая причину гибели этих цивилизаций. Маги считают Землю местом, где происходит формирование и развитие монад, которые доходят до некой конечной стадии и в итоге уходят с планеты. Можно сравнить этот процесс с обучением в школе. Закончив обучение, школьники уходят для продолжения обучения в других условиях на уровне 4-5. Когда происходит очередной выпуск, зрелые монады 4-4 демиурги уходят с планеты. Оставшиеся на ней монады устраивают войны с использованием высокотехнологического оружия. Такое поведение характерно для вечеринок, устраиваемых подростками в отсутствии взрослых. Оставшись без надзора со стороны экипажа, пассажиры корабля умудряются утопить его во время пересменки команды. Что можно сказать об ушедших с Земли? В течение некоторого времени они находятся в пределах Солнечной системы, переходя от планеты к планете, скачивая накопленную там информацию. Затем объем монады становится соизмеримым с ментальным объемом Солнца. Тогда происходит взаимодействие сознанием мага с сознанием Солнца. Длительность этих периодов непонятна и, возможно, несопоставима с течением времени на Земле. Когда с Земли ушли развитые цивилизации, здесь остались какие-то артефакты. Можно представить целые цивилизации, построившие звездные империи и переселившиеся на искусственные планеты, а также перешедшие в Магонию или ушедшие в центральные области галактики. Оставшиеся на Земле от этих цивилизаций артефакты представляют собой огромную ценность для последующих поколений населения Земли. Судя по некоторым древним изображениям, в прошлые времена на Земле могли обитать нечеловеческие расы. Поэтому в прошлом Земли возможно существование принципиально иных технологий и путей развития науки. Можно представить, что прошлые цивилизации Земли уходили, оставив после себя множество материальных объектов. Есть упоминания о расах нагов и драконов, разумных рептилий, горудах, разумных птицах, ванарах, разумных обезьянах, ракшасах, человекообразных гигантах и каких-то других нечеловеческих расах. В период возникновения магических империй Египет, Вавилон, Израиль, Ассирия, майя, инки археология была важнейшей отраслью промышленности. Вместо того, чтобы производить машины и приборы самостоятельно, эти расы в тот период занимались ремонтом всего того, что можно было отремонтировать из числа найденного копателями. Однако потом большая часть этих объектов попала на какие-то склады и в запасники. Многие древние артефакты хранились в храмах богов. С приходом христиан одна их часть была уничтожена, другая попала в тайное хранилище Ватикана. Возможно, в мире еще осталось достаточное количество артефактов, а современные люди, видя такой предмет, просто не понимают, что это такое, и проходят мимо. Есть слухи, приписывающие политикам некие скрытые мотивы, помимо явных и заявленных. К таким слухам относятся, например, сведения о нахождении на территории Афганистана неких значимых артефактов, из-за которых Великобритания, Советский Союз и США вели войны в этой стране. Аналогичные слухи касаются Ирака, артефакты Вавилона, Израиля, Ковчег Завета и Египта, зал посвящений. Есть легенды о хранилищах древних артефактов в Тибете.
нескольких звездолетах, оставшихся на Земле с древних времен. В числе возможных мест нахождения древних Виман летательных аппаратов прошлого указывают Африку, озеро Танганьика, Тибет, Египет и Горный Алтай. Существует предание, что в 1920-е годы при проведении ремонтных работ в центре Киева обнаружили огромный металлический сигарообразный аппарат. По сообщениям очевидцев, его длина до 40 метров, а диаметр до 5 метров. На поверхности расположены метки в виде букв санскрита. Его удалось извлечь только в 1947 году при расчистке города. Аппарат забрали военные, и больше о нем нигде не упоминалось. Кроме того, есть упоминание, что во время войны немцы на территории Белоруссии извлекли из болота металлический аппарат цилиндрической формы длиной около 20 метров и диаметром до 2 метров. Дальнейшие следы этого аппарата, видимо, следует искать в институте Анненербе. Есть упоминание о машинах, найденных при прокладке туннеля через Ла-Манш. Рабочие вышли на какой-то туннель, проложенный в глубокой древности. В нем были найдены машины древних, видимо, предназначенные для рытья туннелей. Есть упоминание о медном великане, созданном богами для охраны острова Крит, родина бога Зевса. Робот бегал по периметру острова, отгоняя корабли пришельцев, бросая в них огромные камни. Великана убили, сломали аргонавты. И жители Крита похоронили его в той же пещере, где он и жил, обитал. Можно представить, что большое количество артефактов уцелело на Луне. Естественно, что техногенные цивилизации Земли должны были в первую очередь оставить следы на Луне. При этом варварские цивилизации не могли туда добраться, чтобы все растащить и испортить, как это случилось на Земле.